Здравствуйте, друзья! Это Анапа, меня зовут Александр, и сегодня у меня стрим. Я рассказываю о том, что у меня случилось за неделю, что интересного. Вы можете задавать свои вопросы в чате, а те, кто будут смотреть в записи, а большинство меня смотрят в записи, пользуйтесь комментариями, просто пишите комментарии. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. С чего начать? Событий, конечно, не так много, но есть очень интересные. Сегодня я расскажу о том, какие покупки я делаю в интернете, что у меня сейчас очень много всяких покупок. Расскажу, как китаянка помогла мне заработать $27. Что еще такого интересного? Расскажу про несколько найденных капелек мазута на пляже пансионата Кристалл Уют. Расскажу о погоде, расскажу об Андрюхе, моем друге. Ну и много о чем расскажу, еще, конечно, отвечу на вопросы. Так, хотелось бы, чтобы к стриму присоединилось как можно больше человек. Вообще у меня стрим по понедельникам бывает. Сегодня вторник, но это связано с тем, что моя жена вчера так совпало, что она была дома, отдыхала. Сегодня она ушла на работу, и поэтому стрим с понедельника перенесен на вторник. Вот, привет, кто-то зашел. Бьюсь об заклад, что это зашел Алексей из города государственного преступника. Точно. Привет из города государственного преступника. Он даже опередил меня и сразу же написал. Молодец. Молодец, Алексей. Так. О погоде. Погода, знаете, какая-то особо не балует нас теплом. Конечно, все зелено, красиво, сочная зелень сейчас. Каштаны зацвели. Как так, знаете, зябковато бывает по утрам. Вот сейчас я вот гляну Яндекс, сколько нам дает температуру. 12 градусов. Вот, 12. Днем будет до 16. В принципе, да, конечно, на солнце очень тепло, люди многие загорают. Но когда выходишь из дома, все равно как-то лично я одеваю. Я не хочу зябнуть, не хочу мерзнуть, поэтому я стараюсь одеться так потеплее. Но при этом не вызывать таких взглядов настороженных людей. Я стал чаще ездить на море, потому что у меня появился интерес. Как вы знаете, у меня теперь есть хорошая камера, есть несколько объективов, и мне интересно сейчас тестировать эти объективы. Вот мой последний выезд на море был. Я взял с собой сразу... я взял два объектива. Это Canon 22 мм широкоугольный с автофокусом. Взял TT Artisan, мануальный объектив, который, в общем-то, у меня... Он самый первый у меня в коробочке так и лежал. Я им мало очень пользовался. Первый опыт его использования был неудачный. И я его как так забыл. И он у меня лежал. Я пользовался другими объективами. И взял еще камеру. Взял камеру Panasonic Lumix TZ30. Эта камера, она очень с хорошим зумом.
Поэтому я ее вот из-за этого, в общем-то, и взял на Авито. Если вы смотрите за моим, ну, наблюдаете за моим каналом, смотрите мои видео, вы узнаете, что я покупаю, я все это выкладываю, делаю распаковки. Так вот, вот эта покупка TZ30 аппарата, ну, о ней можно рассказывать предысторию. Дело в том, что у меня был очень давно фотоаппарат, тоже Lumix, только не TZ30, а TZ18. И как-то вот этот мне фотоаппарат запал, я с ним очень много ходил, снимал. Даже когда вся матрица покрылась пылью, и после чистки немножечко так она очистилась, я фотографировал нормально, потом опять она забилась пылью. И я все равно его не бросал, я все равно снимал и фотографировал. Я как раз в казачестве активную деятельность вел, вот, и там фотографировал. Ну, если какие-то делаешь там снимки для чего-нибудь, то, ну, что там, подчистил в фотошопе эти вот темные пятна. Особенно хорошо там чистить было на светлом, а на темном фоне их и видно не было. И я считал этот аппарат, ну, самым лучшим, который был у меня, который я знал. Потом я его отдал Маше, и все равно не забывал. Думаю, вот был бы этот фотоаппарат, как хорошо. Потому что на телефон снимать это не очень хорошо. На экшн-камеру, конечно, хорошо, удобно. В карман ее засунул, пошел, вытащил, кнопочку нажал, начал снимать. Тоже хорошо. Но иногда хочется что-то вот далекое приблизить. И вот из-за зума, конечно, я по TZ18 очень скучал. Стал искать на Авито, все же продается. Купил один экземпляр TZ18. До сих пор у меня здесь лежит. Вот такой вот серебристый экземпляр. Видимо, владела девушка до меня, потому что здесь стразы наклеены. Вот сверху стразы поблескивают, тут 2 точечки видно. На передней панели тоже розовенькая страза. Тоже Маша его взял. В общем-то, я его брал для Маши, потому что тот у меня, ну, я говорю, что у него матрица в точечках. Маша взял вот этот вот экземпляр. Он все был рабочий, хороший, чистый. Но Маша его уронила. И как-то так удачно уронила, что он сразу же перестал работать. Сразу перестал подавать какие-либо признаки жизни. Вообще ничего. Я даже его пробовал тоже ронять. Вот смотрите. Вот видите? И думал, что после этого он заработает. Нет, не заработал. Вот. И я пробовал искать еще, продолжал на Авито искать, потому что на Авито продают там, ну, за 3,5 можно найти, да, за 3, за 4 и выше. Вот такие модели. Мне стали попадаться разные модели, допустим, TZ30 и TZ20, ну, разные вообще. Ну, я стал интересоваться, что за TZ30, TZ20. Ну и получилось так, что TZ30, он более поздняя версия Lumix, и он обладает лучшими качествами. То есть у него есть... у него зум у него не 16, а 20. У него есть GPS, у него есть сенсорный экран. Ну, правда, он работает в таком режиме, что можно просто фотографировать, нажав на экран. Тоже интересная функция. У него стереозвук, в отличие от TZ18.
У него Full HD, вот, а у ТЗ-18 было просто HD качество. Ну, в общем, все, я тогда стал искать ТЗ-18, ой, ТЗ-30 и нашел. Сначала мне прислали экземпляр красного цвета, очень такой затертый, убитый, у него там крышечка, где, ну, открывается для зарядки. Он, кстати, еще заряжается. То есть заряжается от кабеля, это тоже очень хорошо. Не надо там зарядное устройство никакое, тоже преимущество. И вот он очень такой потертый, убитый, грязный был. Я его там оттирал спиртом, салфеткой со спиртом. Вот, сейчас он тоже у Маши. Вот, а я себе приобрел еще один экземпляр, тоже Lumix TZ30. Он вообще, в общем, очень хорошо сохранился. Это японская сборка. Тут все написано, что это Япония. У него даже пленка здесь еще защитная на мониторчике. Я ее так и не отклеиваю. Вот, он рабочий. Очень хороший аппарат. Вот, и вот я им снимал в этот раз, когда выезжал на море. Вы можете посмотреть. Я там снимал улитку, снимал черепашку, увидел я там. Ну, много чего увидел. Ну, так как я сейчас говорю про старые фотоаппараты, у меня есть еще один аппарат. Так, сейчас я вам покажу его. Тоже Lumix, и который я про него никогда не рассказывал. Это тоже Lumix. ТЗ-57. ТЗ-57. И он очень, в общем-то, хороший фотоаппарат. Сейчас новый, их еще новые продают. Вот на Озоне я видел. Еще в каких-то маркетплейсах. Он стоит 26 тысяч. 26 тысяч. А я вообще его никак не ценю, никогда с собой не беру. Вот. Знаете, из-за чего? Потому что у него плохой автофокус. Автофокус у него вообще никакой. И снимаешь... Я с ним, кстати, снимал сюжеты для РЕН-ТВ, потому что у меня ничего не было приличного, кроме него. Я снимал, но вот из-за того, что фокус терялся, вообще он как бы сподвиг меня заняться вообще фотоделом серьезно. Вот этот вот аппарат. Я снимал когда для РЕН-ТВ, и у меня часто терялся автофокус. Ну, не просто автофокус, вернее, фокус просто терялся. Вот. Особенно при недостаточном освещении. При ярком он еще нормально работает, а в потемках у него вообще он как бы как слепой крот. Вот. Теряет объект съемки. Вот. И поэтому-то я и решил заняться покупкой новой камеры. Я же сначала вообще хотел покупать видеокамеру. Думаю, раз я сейчас снимаю для телевидения, ну тогда, может, мне видеокамера подойдет. Ну и вот эти вот маленькие, такие с откидным мониторчиком камеры я стал смотреть. Потом стал углубляться в этот вопрос. Оказалось, что они дают такую плоскую картинку. Да, они удобные, маленькие, в карман положил. Быстрый автофокус. Но хотелось обычно же, когда что-то задумываешься о покупке, хочется чего-то большего, да. И начал искать фотокамеру посерьезней. И каким-то случайным образом, абсолютно случайным, потому что я сначала хотел купить
Nikon, Sony. Вообще у меня опыт работы с Sony был очень хороший в качестве. Мне нравилась эта камера. Очень хорошая, тоже хороший зум. Поэтому разницы никакой не было, но каким-то совершенно случайным образом я вышел на Canon M50. Меня привлекла цена, какие-то качества. И я стал изучать эту камеру, и оказалось, что это топчик. Лучшая камера несколько лет считалась назад в Японии, особенно для блогеров. И до сих пор блогеры ей пользуются очень интенсивно. Вот эта камера. Правда, она у меня в силиконовом чехле, поэтому выглядит, так скажем, ну, немножечко так непривлекательно. То есть у нее скрыты все ее там какие-то детали. Вот. Она сейчас у меня, как видите, с объективом Helios, который я через переходник. Конечно, она сразу стала очень такой тяжелой, потому что Helios сделан из металла и стекла. Ну, ничего, это такая приятная тяжесть. Вот я поехал на море в этот раз и снимал. Езжу я всегда в одно место. Это пляж София. То есть возле Дельфинария. Еду по Пионерскому проспекту по велосипедной дорожке. Возле Дельфинария поворачиваю налево. Переезжаю Пионерский проспект. И мимо центра София по вот этому проезду. Я не помню, как он называется. Может быть, Уральский он называется. Там нигде табличек нету. И подъезжаю к морю. Вот. После катастрофы, конечно, которая случилась с танкерами, этот проезд был просто, ну, вообще загажен страшно. Там стояла такая жижа мазутная, и постоянно выезжали и заезжали КАМАЗы, груженные мешками с мазутом. Мешки иногда падали прямо с КАМАЗов, и следующие КАМАЗы вдавливали эти мешки в песок. И просто я вот это все смотрел и думал, как вот наступит теплое время, солнце будет, как это все будет здесь выглядеть, как здесь будет пахнуть. Ну вот и сейчас у меня такая возможность появилась. Да, пришла весна, май, солнце. И вроде бы ничто не должно напоминать о прошедшей катастрофе, но именно в этом проходе, когда ты туда заходишь, чувствуешь вот этот запах мазута, он не явно выражен, от него не тошнит, но понимаешь, что вот этот весь песок, он весь пропитан этим мазутом. Пропитан мазутом. И, в общем-то, его бы хорошо как бы вообще пригнать трактора, экскаваторы, и хорошо бы снять этот весь песок и, ну, завести туда, засыпать новый. Но этого не сделали, поэтому пока все так. И когда идешь вот по этому проходу, и видно, что вот этот песок, он вообще у нас в Анапе же песок, он такой белый, а здесь он такой темный. Темный. Почему темный? Потому что он уже приобрел вот этот новый цвет в перемешку с мазутом. Он такой стал таким темным песком. Вот. Ну, а дальше уже, когда выходишь на пляж, там уже более-менее все хорошо. Песок чистый, достаточно чистый. Валы, на валах эти сети зеленые.
Прохода к морю нету. Вообще стоит щит, большой щит стоит красный, и написано, что купание запрещено, и в связи с восстановительными работами нахождение на пляже тоже, вернее, купание запрещено, и в пляже, в общем, не функционируют, вот, потому что идут работы. Ну, действительно, трактора то и дело ездят, машины МЧСовские. Вообще в интернете писали в соцсетях, что ездит машина с громкоговорителем и объявляет, что купание запрещено. Ну, сейчас, в общем-то, вода холодная, и я не видел, чтобы кто-то купался. Вот. Ну, не знаю, какие будут санкции. Будем наблюдать, буду ходить на пляж, смотреть. Сейчас вот пойдут теплые дни, жаркие дни, и наверняка кому-то захочется искупаться, и как это все будет, непонятно. Пока никакой пляжной инфраструктуры я не видел, чтобы что-то там выносили, какие-то лежаки, делали какие-то теневые навесы. Ну, стоят каркасы, но это вот я сейчас говорю про пляж Кристалл Уют, я снимал, так что можете посмотреть на моем канале. Но, тем не менее, какое-то шевеление есть. Может быть, есть какая-то информация, что все-таки пляжный сезон откроют. Почему? Потому что вот здесь же, на Кристалле Уют, я видел вагончик. В вагончике были рабочие. Ну, и вагончик не такой как бы строительный, а вагончик пляжный. Ну, вагончик, где обычно размещается медпункт, где размещается, допустим, спасатели размещаются. То есть вот там стоит слева от этого входа на пляж вагончик. Навалены, кстати, там сложенные в штабеля вот эти деревянные настилы, которые стелят для прохода, ну, в сам проход и к пляжу, и там уже на пляже тоже, ну, как бы так благоустраивают. Вот эти вот настилы, их тоже вынесли, они пока стоят. Лодка стоит спасательная, то есть с надписью «спасательная лодка». Потом, значит, там стоит какая-то табличка с названием пляжа перевернутая. Ну, там, может быть, даже не Кристалл Уют. Кристалл Уют справа, а слева какой-то, может, другой пансионат, там, дом отдыха, отель. Вот, так что какое-то такое вот шевеление есть. И тут же сразу, вот буквально, где стоит этот вагончик, где сидят там эти сотрудники, вот, тут же работают люди по уборке пляжа. По уборке пляжа они в этих вот... но они не в белых вот этих вот комбинезонах, которые с такими бирюзовыми прожилками, а в каких-то просто защитных костюмах, они такие полупрозрачные, вот, и они собирают, ну, лопатами с пляжа, видимо, какие-то кусочки мазута и в мешки их ссыпают. И сито, и через сито еще просеивают. Потому что я это хорошо заснял своим вот этим вот аппаратом, приблизил. Причем на штативе очень хорошая картинка прямо. Все-таки с рук у него хотя и стабилизация хорошая, но смотреть не очень так приятно. А вот на штативе получилась очень хорошая картинка. Вот. Сам я тоже походил, поснимал и на этот аппарат, потом на Canon 22 блинчик. И потом присоединил вот этот TT Artisan 35 миллиметров. Очень такой капризный объектив. Он вообще сам такой маленький. Колечко вращения фокуса у него тоже узенькое и тоненькое. И очень такое, ну, как скажем,
очень трудно ловить фокус. Если Гелиос или этот мой Юпитер, его крутишь, 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 так приятно крутить, оно такое тяжелое, холодное, вот, и раз фокус попал. А этот чуть-чуть повернул, и все, ты можешь промазать. Назад открутил, опять промазал. То есть вот надо просто миллиметровать, чтобы в фокус попасть этим ТТ-артизаном. Ну ладно, сейчас не буду показывать его. В общем, вот так вот я снял эту картинку, пользовался звуком синка. Так что посмотрите, это интересно. Так, ну вот, ну и нашел, я просто снимал ракушки, как всегда, такие какие-то картинки, искал волны, дюны, людей, которые перебираются через этот вал. Через него трудно перебираться, особенно пожилым людям. И они там вот, тем более он сеткой накрыт, ветер сетку колышет, и как бы проходить не очень так удобно, комфортно, можно за сетку запнуться, об сетку упасть. Но при мне никто не упал, слава богу. И вот, значит, вот я снимал. Так что нормально, смотрите, пожалуйста. И снимать я буду чаще, буду ездить. У меня сейчас в планах съездить на высокий берег, к маяку, поснимать оттуда, ну, во-первых, виды моря, пляжа сверху, через вот этот мой телевик Юпитер. Людей поснимать, которые ходят по пляжам. Это очень интересно. У меня есть планы просто провести такую стрит-сессию, то есть пофотографировать людей. Это очень сложно, и многие фотографы, ну, есть такие специально любители, которые ходят и фотографируют всех. Они специально там, вот сейчас я смотрю очень много видео, они рассуждают, как фотографировать, можно ли, нельзя людей фотографировать. И самое главное, как фотографировать. Кто-то фотографирует с пояса, кто-то как-то старается скрытно фотографировать, кто-то просто в открытую просто подходит к человеку и фотографирует. Пишут, как люди реагируют на это, кто-то возмущается, кто-то это. Ну, в общем-то, в 90% люди просто их сфотографировали, они и не знают, что с этим делать, а фотограф уже ушел. Вот хочется мне вот так тоже попробовать что-то пофотографировать, ну просто даже просто, чтобы вот потренировать себя, так скажем, свою психику, вот немножечко так вот потренировать. Хочется пофотографировать закат, особенно на Юпитер. Хочется вот, чтобы солнце такое было большое. В общем, много чего хочется попробовать, и время у меня сейчас есть, потому что кино я уже не занимаюсь. Кино не занимаюсь, как вы знаете, поэтому о кино я уже ничего не говорю. О кино ничего не говорю. Ладно, теперь говорим о том, как я вдруг заработал $27, что ли, я сейчас точно не помню. Вот. Причем очень интересно заработал, неожиданно. Это было такое маленькое приключение. Началось оно с того, что мне написала... Я получил сообщение в Telegram. Мне писала девушка, китаянка, и как бы она вот просто написала, вроде бы как она ошиблась номером. Вот. Назвала меня Анжеликой. Пишет: вы Анжелика? Я ей пишу, что нет, я не Анжелика, к сожалению, я Александр. А можно просто Саша. И, ну, как... Все, завязалась переписка. Саша, здравствуйте, кто вы, сколько вам лет, а сколько вам? Ну и, в общем, я увидел, вот я даже вам покажу. Ван Сяомань ее зовут. Ван Сяомань, сейчас я ее вам покажу.
Вот она. Ван Сяомань. Я говорю, можно вас называть Маней? Нет, говорит, нельзя. Меня зовут Ван Сяомань. Вот, это мне она вчера прислала. Написала, что она сделала домашнюю пиццу. Но когда я фотографию показал Вале, говорю, Валя, смотри, сделала какую пиццу. Она говорит, а почему пицца в коробочке? Она, мол, тебя это надувает. Ну, значит, завязалась у нас с ней переписка. Она работает в магазине одежды, продает одежду, но имеет подработок, небольшую подработку. Я заинтересовался, чем она занимается. Она сказала, что она сотрудничает как бы с магазином OnBuy. Я, значит, нашел этот магазин. Это оказалось крупнейший магазин Великобритании, который работает как интернет-магазин. Ну, как вот, как Amazon, как наш Озон, как Вайберис. Ну и вот мы с ней так переписывались каждый день, друг другу писали, ну, стали друзьями. И вот в один прекрасный день она мне говорит, Саша, а вы бы не могли мне помочь? Я говорю, ну, с удовольствием. В общем-то, Наташа была на работе. Почему бы не помочь симпатичной китаянке? И, значит, я говорю, а что надо сделать? Она говорит, нужно оценить заказы. То есть магазин дает 40 заказов, вот, разных товаров, а моя задача просто поставить 5 звездочек каждому товару. Ну, там не просто 5 звездочек, а 3 раза по 5 звездочек. Ну, это вот вы тоже там, если на Озоне что-то оценивали, там нужно оценить, по-моему, качество, доставку, еще что-то, какие-то 3 позиции. 5 точек ставите, ой, 5 звездочек, 5 желтеньких. Вот. Я говорю, ну ладно, работа не пыльная, давайте попробуем. Вот. Ну, так получилось, что в общем, меня-то что здесь немножечко так напрягло. Я подумал, что меня вообще разводят на деньги там или еще как-то. Вот, потому что Ван Сяомань, когда мы зашли на сайт, она дала мне свой логин, а потом свой пароль. Ну, там сначала сначала я зарегистрировался, потом я дал ей ссылку на приглашение, вот. Потом она по этой ссылке зашла. Ну, это оказалось потом впоследствии, что когда таким образом делаешь, да, ну, вы тоже знаете, где когда кого-то приводишь, тебе какие-то плюшки. Вот. И я стал эти звездочки делать. Звездочки стал делать. Каждую свою манипуляцию я делал скрин с экрана и отправлял ей. Она мне отмечала, значит, как это все надо нажимать там следующую позицию. Сейчас я даже вам покажу, как это было. У меня вся переписка с ней сохранилась. Сейчас покажу. Так. Вот, допустим, вот я ей... Вот она пишет, хорошо, сделайте скриншот. Вот, я сделал скриншот.
Вот. Она потом закинула деньги, вот $500, видите? Видите, мой баланс $500. Вот. В аккаунте был я. Потом она мне посылает вот такой вот. И нажмите вот эту вот кнопочку. Ну, вот кнопочку, видите, красная. Обвела кружочком. Вот, обвела красным. Я, значит, зашел. Попал вот в такой экран. Вот, видите, здесь написано VIP покупатель. Вот $500 на счету. Вот, и нажмите вот этот старт. Начало получения заказов. Вот. Вот она мне обвела кружочком. И я вот нажал эту кнопочку. Так. И вот таким образом, пошагово мы с ней, значит, работали. Нужно оценить 40 заказов. 40 заказов. Дело такое, как я потом понял, что заказы бывают разные. Ну, можно купить какую-то безделушку за $50, да, и получить с нее там, допустим, $2 комиссионных. А можно купить, допустим, заказ на $300. Ну, вернее, тебе дадут оценить заказ на $300 и получить сразу, допустим, там $10, да, комиссионных. И так получилось, что у нас очень хорошо с ней пошло. И потом в какой-то момент появилась плашка вот на этом магазине. Ну, я понятно, что английским не очень хорошо владею, я ей сканировал и отправил. Она пишет, нам сказали с тобой пополнить еще заказ еще на $226. Вот. И она закинула еще $230, и я продолжил оценивать заказы. И в результате она, значит, забросила на этот магазин, получилось $726, а комиссионных она получила $200. Вот. И, в общем-то, все это закончилось. Я получил на своем аккаунте, который я там завел, вот эти вот 28, по-моему, 28, 27, 28, по-моему, $28. Потом я стал выполнять свои заказы, и у меня с этих $28 еще $5 комиссионных. Вот. Ну, когда мы это все сделали, я говорю, Ван Сяомань, а говорю, как я получу свое вознаграждение? Она говорит, вы хотите вывести свои деньги? Я говорю, да, я хотел бы вывести свои деньги. Ну, вот эти $28, которые там мне почему-то каким-то образом причитались. И она говорит, вы знакомы с биржей MEX? Я говорю, нет. А это значит, биржа криптовалют. И я говорю, нет, не знаком. Она говорит, раз вы мне помогли заработать хорошие деньги, $200, говорит, это вообще такой, ну, редкая удача. Вот, поэтому, говорит, вы счастливый человек, и я вам помогу вывести эти деньги. Я говорю, ну, хорошо, давайте. Вот, значит, она меня на этот MEX повела. Я раньше с криптовалютами вообще дела вообще никакого не имел. Вот, никакого дела с криптовалютами не имел. И вот она, значит, началось все с того, что она мне вот послала вот такую вот плашку. Вот, она пишет, смотрите, уважаемый, вы можете скачать криптокошелек MEX, зарегистрировать аккаунт, а я начну у вас выводить деньги, я научу вас выводить деньги на свой кошелек, а затем выводить их на свою банковскую карту. Я пишу, отлично. Вот она мне показала вот этот MEX, логотип, потому что я посмотрел, когда начал искать, что там их много, этих мексов.
Вот. И, кстати, вот она мне сейчас написала. Вот 2 новых сообщения от нее. Но потом, после стрима, я посмотрю. Вот. Я пишу, где скачать, дорогая, этот криптокошелек MEX? Она пишет, уважаемый, пожалуйста, скачайте его из магазина мобильных приложений. Потом она пишет, дорогой, каждый день в торговом центре 120 заказов. Когда баланс вашего счета превышает $30, вы можете в любое время принимать заказы с 5-звездочными отзывами и получать комиссионные. Вот даже $30, оказывается, а не 50. Ясно. Ну вот я потом нашел вот этот вот, смотрите, вот пишу, вот MEX, самый легкий путь к криптовалюте. Вот. Она пишет, да, я пишу, это она? Вот видите? Она пишет, да. Я пишу, что дальше, моя прелесть? Она пишет, вы успешно зарегистрировались? Вы пользовались мобильным телефоном или компьютером? Я пишу, мне удобнее на ПК. В общем, мы с ней продолжали переписываться. Я зарегистрировался на этом MEX. Для того, чтобы выводить деньги, нужно пройти верификацию. То есть я загрузил туда свой паспорт. Потом, значит, через камеру сканировали мое лицо. Сравнивали с фотографией на паспорте, нейросеть сравнивала, да. Все успешно, я зарегистрировался, верификацию прошел. Потом начались мучения с этими, там же миллион этих всяких кнопок, но Ван Сиамань, моя добрая китайская фея, она мне все, вот буквально каждый ему шаг, я выхожу на какой-то экран, делаю скан, отправляю ей, она мне отмечает колечком следующую кнопку, которую я должен начать, что выбрать. И вот так вот, знаете, шаг за шагом она меня привела к тому, что я, значит, с этого магазина OnBuy перевел эти $27 моих заработанных сначала на криптокошелек, потом поменял, значит, криптовалюту. То есть я впервые, друзья, подержал биткоины в руках. Ну, виртуально. Вот, значит, эти биткоины поменял на рубли. На рубли поменял. И вывел с помощью, ну, выбрал там, значит, там выдается очень много всяких банков, ну, Тинькофф банк и другие банки, ну, и курсы указаны, курсы доллара уже. По-моему, сначала в доллары же переводишь. В общем, друзья мои, в общем, много всяких манипуляций. Я просто хочу сказать, чем все закончилось. Вот, я выбрал Сбербанк, перевел, значит, уже доллары в рубли. Нажал кнопочку. А я же все думаю, блин, меня обманули, что такое? Кинулся к телефону, давай смотреть. И что я вижу? Действительно, транзакция. Я получил 2150 рублей. Буквально вот, ну, конечно, времени затратили мы много, но это потому что я ни хрена не соображаю, у меня не было криптокошелька. И понятно, что если это все делать правильно, тогда можно, конечно, действительно зарабатывать деньги. Они пришли, действительно. Даже когда эти деньги пришли, на следующий день я решил изучить эту транзакцию. Думаю, блин, откуда пришли деньги? Ведь... А деньги пришли почему-то, знаете, откуда? То есть они пришли не с Мекса. Не с Мекса. Деньги пришли с Совкомбанка. Нашего. Российского.
Совкомбанка. Вот. Нашего российского Совкомбанка. И вот я взял... Так, видно, да? Вот видите, Сбербанк. Вот. Справка об операции. Сбербанк сообщает, что указанная ниже операция зачисления была совершена по платежному счету такому-то, держателем которого является Александр Мефодьевич П. Описание. Совкомбанк. Совкомбанк РУС. Перевод выполнен. Операция завершена 9 мая в 21:37. Входящий перевод. Сумма в валюте счета рубли. Сумма в валюте операции 2150 рублей. Вот. И тут, когда я все это рассмотрел, потому что все-таки, когда я увидел, смотрите, когда я увидел вот эту вот, я в этой транзакции, когда в телефоне смотрел, да, я там увидел, Совкомбанк был написан вот так вот, смотрите, Сов, подчеркивание, Комбанк, РУС. И я думаю, значит, какая-то мошенническая организация. Какая-то мошенническая организация таким образом замаскировалась. И, видимо, подкинули мне какие-то деньги. И теперь они будут, значит, ждать, когда я буду, значит, еще пойду выполнять эти заказы. Ну, допустим, я закину тоже $500. А тут-то они у меня и все снимут. И, ну, я очень такой человек мнительный, подозрительный. Вот. И только когда я потом увидел вот эту справку, что действительно деньги поступили, они поступили не откуда-то там с Мекса или от какого-то частного лица, они поступили с нашего Совкомбанка, с нашего российского Совкомбанка. Как они там, где там они крутились, чего они там где. Но я получил эти деньги реально. Вот. И мы продолжаем, значит, с моей китайской подружкой общаться. Мне же интересно стало. Я говорю, Ван Сиамань, так значит, я теперь могу сам уже эти деньги теперь зарабатывать? Она говорит, да, дорогой, можешь. Можешь, дорогой. Вот. И я сделал себе такой конспект. Я же человек такой дотошный. Я снова посмотрел наш разговор с этой китаянкой. А хорошо, что она же мне целое руководство дала, да? То есть она каждый вот этот... Потому что, ну, если бы это было без всяких скринов и как-то все по-другому, я бы никогда не восстановил эту цепочку, что, куда нажимать, в какой момент. Вот. Но так как у меня оказался под рукой ценный материал, я сел вчера и сделал конспект. Вот. То есть я вот подробно написал, что я даже здесь написал, как заработать на 5-звездочном обзоре заказа, как учит Ван Сиамань. Вот Ван Сиамань я подчеркнул желтым маркером. Вот. И вот получилось так, что вот так вот, вот это вот, все это шаги. Вот эти вот желтые, видите, желтые, это как в этой звездочке ставил. Потом вот этот Мекс. Вот. Мекс, я здесь вот тоже пометил, когда, в какой момент надо заходить на Мекс, что на Мексе нажимать и как выводить эту валюту. Все вот, все прописал. Вот. И на следующий день, да, на следующий день я и пишу. На следующий день я захожу в криптовалюту, в криптокошелек, и, друзья, и что вижу? Так, а меня хорошо слышно? Я думаю, хорошо.
Захожу в криптокошелек и что вижу? А там мои $27 так и висят. Я удивился, как так? Я же их уже получил на свою Сберкарту. А почему там они у меня висят, эти $27 на моем счету в криптокошельке? Я снова пишу Ван Сиамань. Я говорю, Ван Сиамань, что за хренотень? Прости меня за мой китайский. Что за, говорю, такое? Почему в криптокошельке деньги никуда, из криптокошелька деньги не ушли? Она говорит, дорогой, вы, наверное, не нажали кнопочку «Завершить транзакцию». И нужно скорее это сделать, потому что иначе тот человек, который покупал у меня эти $27 и заплатил рублями, он эти доллары не получил, и это очень плохо. Вы можете потерять доверие в этом криптокошельке, и вас заблокирует. Я сразу кинулся в этот криптокошелек, давай искать, где эти кнопки. Опять ей сканировал, она мне опять показывала, куда я должен нажать. И, наконец-то, я нажал большую синюю кнопку, там нажал ее и завершил транзакцию. Все, деньги ушли. Ну, я думаю, что там кошелек сделан так, что человек, наверное, даже если я забыл нажать эту кнопку, ну, как бы затормозил, да, то, скорее всего, человек-то получил их, наверное, из какого-то другого там этого. Ну, в общем, он свое ничего не потерял, вот, иначе бы он, наверное, как-то бы заволновался, вот я бы там панику, если бы я продал свои рубли, купил доллары, а мне ничего не поступило, я бы сказал, меня обманули, кругом заговорщики. Вот таким образом, друзья, я заработал 2150 рублей. Я считаю, что это, в общем-то, неплохо. Неплохо. И я Наташе, когда Наташа пришла, я ей все рассказал, говорю, Наташа, ты знаешь, я могу каждый день вот так сидеть и зарабатывать. И зарабатывать. Наташа так на меня посмотрела, говорит, тебе лишь бы ничего не делать. Я говорю, ну, Наташа, смотри, действительно деньги же пришли. Она говорит, ну, пробуй. Я говорю, Наташа, я боюсь, потому что, ну, вот как Ван Сиамань мне написала, что на $30 я могу как бы забрасывать на счет магазина, и мне уже дадут 40 заказов. Но они будут маленькие эти, вот, маленькие заказы. Она рекомендует начинать с $50-100. И я вот сейчас, друзья мои, созреваю, но я обязательно это сделаю, потому что пока память свежа, пока алгоритм у меня здесь все это есть, я записал, я обязательно эти деньги постараюсь еще вот так вот потрудиться. Так, сейчас я зачитаю чат, но эта история продолжилась вчера, друзья мои. Не отключайтесь, от трансляции. Я вам расскажу еще одну историю, и тоже с китаянкой связанную. С еще одной китаянкой. Это было, конечно, вчера. Но все по порядку. Так, привет из города государственного преступника. Вы бы со мной еще снимали, видели видео? Конечно, с тобой хоть куда. С меня всегда лайк. Спасибо тебе, что ты всегда ставишь лайки. И что ставишь лайки не только на YouTube, но и теперь и на Рутюбе. Спасибо тебе за это. Мне очень нужны лайки. Друзья мои, и тоже ставьте лайки. Пожалуйста, лайки ставьте, потому что это вам сделать не трудно, а мне очень помогает продвигать мой канал. Так. Будет ли прямой эфир с пляжа София? Что-то в последнее время случилось с интернетом. Я давно уже не могу проводить трансляции.
раньше проводил, все хорошо было, сейчас я не могу этого делать. Не знаю, то ли что-то с телефоном случилось, то ли это... Сейчас с интернетом вообще, друзья мои, не очень хорошо. Наташа у меня тоже работает на Пионерском проспекте, вот она сегодня поехала, говорит, я не знаю, как я буду там сегодня без интернета. Потому что интернет там вообще не работает. Ну, это, наверное, связано с тем, что она работает, так скажем, в Витязево, а в Витязево у нас аэропорт. И, может быть, вот сейчас вот эти перебои с интернетом связаны с тем, что там как раз находится вот этот стратегический объект. Так. Просто Ольга. Здравствуйте. Здравствуйте. Видели микрорайон, который построили на месте винзавода? Это не муравейник, а пчеловейник. Весь вид вам закрыли. Да, вид закрыли, конечно. Единственная его сейчас польза это то, что он нас закрывает от ветра. Вот как раз оттуда, вот с этого вот места зимой сильные-сильные ветра дули. Сейчас он нас закрывает такой стеной, и мы теперь, в общем-то, со всех сторон загорожены домами, и у нас, в общем-то, хорошо. А то было же время, когда я же показывал вам, как у нас вот это вот остекление панорамное на лоджии, оно вот так ходуном все ходило от ветра. Ходуном. И я первые годы, когда это наблюдал, я думаю, блин, вылетит же оно, вылетит, потому что, ну, вот так раскачивается. Это все равно же где-то как-то что-то теряется надежность, и когда-то оно должно где-то треснуть. Вот. В этом году такого не было. Вот. Так что этот дом нас сейчас загораживает. Хорошо. Уехали из Анапы неделю назад, а уже хочется назад. Прекрасный город, прекрасный климат. Да, я тоже на климат не жалуюсь. Вот на что в Анапе не пожалуешься, это на климат. Какие планы у вас на лето? Летом я буду дома. Я буду, наверное, свободен от съемок, потому что если бы я сейчас пошел на курс Мальвины Третьяковой, то там летом будут съемки, и я бы, конечно, все лето снимался. Это очень такой, ну, как вот у меня же уже было, да, в прошлом году. Поэтому я сейчас взял тайм-аут и буду проводить его дома. Буду ездить, снимать. У меня теперь есть хобби. У меня есть фотоаппарат, у меня есть камеры. Я буду ездить, снимать. Ну, понятно, что Маша у меня дочка, поэтому за ней надо присматривать. Но я думаю, что она, скорее всего, устроится куда-нибудь на работу. Тут дети у нас в Анапе, они летом понимают, что сидеть толку мало. А если ты поработаешь, тем более работы полно. Она в прошлом году у меня... В прошлом она у меня в Лондон ездила. В общем, она зарабатывала, поэтому... Да, она в прошлом году ездила в Лондон. И перед поездкой она работала в отеле, получала деньги какие-то. Вот она потом приехала и ремонт сделала в комнате в своей на эти деньги. Так, вот такие планы на лето. Дай бог, чтобы все было хорошо. Главное, чтобы ничто не омрачило это лето наше. Юрий Кузаков. Доброе утро. До какого часа будет идти эфир? Ну, обычно вот уже прошел, я на час обычно рассчитываю. Владимир Анатольевич, Хабаров смотрит вас. Удачи, спасибо. Спасибо всем, кто меня смотрит. И сейчас, значит, я только что рассказал, как я в интернете заработал 2150 рублей. Ну, вот я вообще большой пессимист на этот счет. То есть я считаю, что в интернете зарабатывать нельзя. Вот. Но жизнь, она меня всегда как бы делает такие вот опровержения. В общем, все хорошо, конечно.
Ван Сиамань меня научила зарабатывать. Она меня, во-первых, она показала мне платформу, где можно зарабатывать. Она научила меня обращаться с криптокошельком. До этого то есть я учусь, друзья, и учиться это очень хорошо и приятно. Все бы было хорошо, все бы было просто замечательно, если бы вчера вечером мне на Телеграм не пришло еще одно сообщение от китаянки, молодой и красивой. Сейчас я вам ее даже, наверное, покажу. Молодую красивую китаянку. Вот она. С бокалом вина. «Здравствуйте», — написала она. «Вы тот самый гид, который встретит нас в Москве?» Я ей пишу. «Здравствуйте. К сожалению, я не гид. Я Александр, а можно просто назвать меня Сашей». «Здравствуйте», — написала она. «Саса, а сколько вам лет?» «Мне 60 лет», — написал я. «О, это прекрасный возраст», — написала она. Ну и у нас завязалась такая переписка. Я, значит, вел ее со смартфона, а Наташа сидела здесь вот за компьютером и играла в свою какую-то интересную игру. Я говорю: «Наташа, ты не поверишь, я снова общаюсь с китаянкой». Наташа говорит: «Странно». Я говорю: «Наташ, но я теперь стреляный воробей, и я сейчас быстро выведу ее на чистую воду». И я ей говорю: «А чем вы занимаетесь?» Она пишет, что я модельер одежды. И знаете, у меня с ней завязалась интересная переписка. Я сейчас вам ее покажу, эту переписку. Вот, я сейчас вам покажу эту переписку. Сейчас, подождите, где же? Сейчас покажу эту переписку. Вот, и она мне пишет: ну, я буду вот так, переписку не буду показывать, а буду показывать только... Так, а как я это сделаю? Вот. Вот, и она мне присылает вот такой рисунок, она пишет, смотрите, она пишет: «Это мой основной контент, это черновик, который я написал сегодня. Можете выдать мне оценку как другу?» Я забросил этот рисунок в чат GPT, говорю: «Ну-ка быстро мне сделай описание и оценку этого костюма». Чат GPT мне написал, я, значит, все это выбрал самое основное, ей сбросил этот отзыв. Ей он, конечно, очень понравился. Вот. Она мне стала присылать другие свои работы. Сейчас я покажу. Вот. Стала присылать другие работы. Ну, вот, допустим, вот это платье. Вот. Вот это платье. Я тоже в чат GPT сбросил, говорю: «Слушай, вот эта ручная работа, сколько это может стоить?» Ну, чат GPT оценил это где-то в 8 тысяч долларов.
Вот. Я написал, говорю, о, это очень хорошая работа, это может стоить 8-10 тысяч долларов. И она пишет, что Саша, да это даже дороже стоит, потому что она часто ездит по миру со своими коллекциями, и у нее покупают и перепродают даже в несколько раз дороже. Представляете? Ну, действительно, работы очень хорошие. Вот. Она мне здесь еще прислала. Ну, она много мне чего прислала. Мы с ней вчера долго переписывались. Вот такое платье. Вот. Тут, смотрите, такая вышивка. Ну, это просто вот... ну, очень красивая. Я вот считаю, что это очень красиво. Не знаю, как вы. Очень красивое платье. Значит, мы с ней переписываемся. Ну, я удивляюсь. Она мне пишет, что она иногда надевает эти свои платья на какие-то мероприятия и идет в них. И говорит, я там просто, ну, королева бала. Я говорю, ну, действительно так, платье очень красивое. Ну, тут Наташа сидит, я говорю, Наташа, надо брать быка за рога. Я говорю, ну это прекрасно, конечно, и это у вас очень хороший заработок. Она пишет, что она, в принципе, на одно такое платье в месяц уходит много работы, и она получает за это 30 тысяч юаней. 30 тысяч юаней. Я говорю, а может вы имеете какой-то дополнительный заработок? И она мне говорит, да, Саша, я еще немножечко зарабатываю на оценке заказов в крупных магазинах. Я говорю, ага, та, значит, Ван Сиамань работала на OnBuy, а это где? Я говорю, а нельзя ли как бы назвать этот магазин? Она мне говорит, это Amazon. Я говорю, о, а как это все происходит? И она мне описывает, значит, всю вот эту схему, что, да, забрасываются деньги, значит, человек, который забросил, магазин дает заказы, и ты оцениваешь эти заказы, и получаешь комиссионные, а потом выводишь и эти деньги, и комиссионные. Вот. Ну и все, и мы с ней расстались. Вчера мы с ней допоздна общались. Сегодня будем тоже списываться. Вот. Хочу попробовать, если она свои услуги предложит, может быть, на Амазоне я тоже таким же образом на Амазоне чего-нибудь заработаю. Ну, можно, конечно, подумать, что все-таки это какая-то мошенническая схема, что никаких Ван Сиамани и Ли, по-моему, Ли ее зовут, вот эту вторую модельершу. То есть много, конечно, общего между этими звонками, да, то есть и как будто бы она обращается ко мне, и она ошиблась. Потом это очень красивые девушки, та молодая, эта молодая. То есть это... Я сначала, когда я получил вот это письмо, сообщение от Ван Сиамань, я думаю, ну, наверное, она меня будет раскручивать на деньги. Скажет, давай я разденусь, вот, до ничего, до костюма Адама, а вы мне заплатите. Думаю, ну, наверное, вот такое. Вот, думаю, но меня этим не возьмешь. Я старой закалки, облику морали, вот, но оказалось вот совсем другое. То есть они обе молодые, работают, Ван Сиамань работает на продаже одежды, это шьет одежду. Вот. И Ван Сиамань, и Ли
не хватает денег, хотя, конечно, в принципе, Ван Сямань путешествует по миру, у нее очень много фотографий, она мне их прислала, что она там и в Японии была, и в Париже была, и еще где-то была. Ну, я Эйфелевую башню только знаю, что это Париж. Вот. Кстати, вот эта вот Ли собирается в Москву. Она обещает угостить меня чашечкой кофе, если я приеду в Москву. Она говорит, мы же с вами теперь друзья. Вот. Обе, кстати, они очень так мило общаются. И Ван Сямань и Ли. Ну, Ван Сямань вообще меня называет дорогой, уважаемый, сладкий даже. Ну, хоной по-английски, да. Ну, то есть милый там, типа, хоной это мед. Ну, понятно, что если вас кто-то назовет там медок мой, то сами понимаете, что это такое ласкательное что-то, да. В общем, то есть общее что-то между ними есть. И то, что обе подрабатывают на выполнении заказов в крупных маркетплейсах, это тоже общее, да. Вот я сегодня хочу с Ли немножечко тоже поработать. Если Ли мне тоже предложит ту же схему, то посмотрю, как это будет работать. То есть, ладно, на OnBay я уже знаю. На Амазоне тоже интересно посмотреть, как это работает. Через какие криптокошельки будет осуществлен вывод денег. Это тоже очень интересно. Вот, поэтому вы тоже можете написать в комментариях, есть ли у вас какие-то подозрения на этот счет. Ну, я пока ничего не потерял, я только приобрел, я вот как бы 2150 рублей, вот они мне капнули, как бы вот все так. Эфир будет в записи на канале, да, эфир будет в записи на канале. Так, ну вот такие, друзья, вот такие приключения в моей жизни, это очень интересно. Вот сегодня мне уже Ван Сямань что-то написала, я буду сейчас после эфира смотреть. Если есть какие-то вопросы, вы можете задать эти вопросы. Но вопросов нет, будем тогда идти к завершению. Ну, дома у меня все хорошо. У Андрея, моего друга Хрущева, тоже все хорошо. Он пока работать не собирается, пока, в общем, сидит дома. Вот пенсию прибавили, и он, в общем-то, по-моему, сейчас ему хватает, если так вот экономно тратить деньги. Он наконец-то научился тратить деньги. И он перестал пить спиртные напитки, да. И это, конечно, очень экономит тоже средства. Поэтому Андрюха живет сейчас очень хорошо. Андрюха живет прекрасно. Вот. Ну все, день начинается. Нас ждут, как говорил Мюнхгаузен, великие дела. Я сегодня постараюсь с Ли связаться и посмотреть, что она мне предложит. Продолжу общение с Ван Сямань и буду... Ну, в принципе, я уже все у нее выяснил, как это работать с этой платформой. То есть я буду сейчас созревать на то, чтобы поработать на вот этих вот, на звездочках, как я Наташе говорю. Наташа, я буду звездочки ставить и зарабатывать. Вот. Ну, говорю, могу каждый день, но мне нужно сначала начать. Начать я хочу, говорю, с $50. Ну, 50-100 долларов, я думаю, заброшу и посмотрю, как это будет работать. Ну, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Поэтому, друзья, всем желаю также, как говорится, проводить свое время с пользой для себя, для общения, для вашего кошелька. Мирного неба всем желаю и всего доброго. Увидимся в следующий понедельник или во вторник.